Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какую же леденящую правду вы узнаете о ней? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И сразу вот идет, что вы в своей жизни пережили какой-то обман, предательство. Причем это предательство было вот такое, которое вы не ожидали, да? Вы, возможно, долгий период ходили, вот знаете, вот как, ну, по краю пропасти, вот ходили, да, вот была какая-то ситуация, это могли быть и отношения с вашей женщиной, да, скорее всего, обычно в семье это проигрывается, что вот до последнего вот тянули, не хотели разводиться, как-то вот из-за того, что любили женщину, да, много чего терпели, но все пошло прахом. Вы такой вот человек, который, ну, вы правдолюб, я бы сказала. Вот вы будете до последнего отстаивать то, что вы считаете правильным, да, вот вы не будете молчать. Я вам скажу, ну, не всем нравится, да, вот когда им правду матку режут, но вы такой вот, вы что думаете, то обычно и говорите. Вы по натуре такой веселый человек. Ну, это было раньше. Сейчас я не могу сказать, что вы прям так уж веселитесь. Вы еще может проигрываться, что такое вот экстремал по жизни. Вы можете принимать какие-то решения, которые, вот знаете, ва-банк идете, получится, не получится. Ну, то есть бывают такие моменты, когда, ну, рискуете в некотором смысле. Это может касаться абсолютно всего. Так, также может проигрываться, вот я смотрю, что вот если кто из вас уже расстался с женщиной, то, я думаю, вы еще можете вот так, знаете, холить, лелеять надежду, что, может быть, случится чудо, и вы помиритесь. Также у некоторых это может отыгрываться. Так, да, у вас завершился, да, период, вот очень четко. У вас завершился период, причем ваша жизнь абсолютно поменялась. Вот период, когда вам просто не то, что там душу, сердце пробили, просто сразили на повал вас. Просто вот на повал сразили, настолько была тяжелая у вас ситуация. Причем еще женщина, с которой вы вот расстались, я думаю, что она либо же претендовала на большую сумму денег, может быть, квартиру, да, вот хотела, ну, по максимуму отобрать у вас все. Ну, либо же большую часть хотела забрать. И поэтому у некоторых может проигрываться, что вы до сих пор пребываете вот в каких-то судебных делах, да, вот тяжбы вот эти вот, отстаиваете свои деньги, имущество, ну, то есть боретесь, чтобы, допустим, либо же пополам поделить, ну, как-то вот по справедливости, да. Так, очень непростая у вас была ситуация, вот именно как-то в денежно-материальном плане. Вот женщина вас, ну, настолько обвиняла, да, вот что вы такой сякой, и не делитесь, либо же мало денег ей отдаете, либо не отдаете. Ну, то есть вот такая она хапуга, да, вот урвать побольше хотела. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Так, ну злюка, ну сразу же идет. Что ж злюка такая? Ой, кошмар. Женщина, смотрите, она очень хладнокровная, очень расчетливая, может проигрываться скандального характера, которая придирается по поводу без повода, которая мозг вынесет до такой степени, что домой не хотелось идти, да. Женщина, которая, она не брезговала ни сплетнями, ни интригами. Если ей что-то нужно, то она пойдет до конца, да ей все равно на людей, ей главное получить то, что она хочет. Она любительница, чтобы все вокруг нее плясали под ее дудку, чтобы все исполнялось, как она хочет.
Она любительница командовать, да, вот даже в отношениях, допустим, она могла ну, считать, что она глава семьи, последнее слово за ней, да, не посоветовавшись даже. Она такой вот шахматный игрок была. Для нее люди это пешки. Вот вообще она как-то к людям так относится, знаете, вот как, ну, как марионетками управляет. Вот она считает, что все вокруг нее должны, и она что хочет, то и делает, и людьми управляет. Как она сказала, так и будет, и она всегда права. Ужас просто. Итак, давайте-ка посмотрим, какую же леденящую правду нам поведает расклад о ней сегодня. Что же она за дама такая? Очень, знаете, вот она очень разрушительная личность. Она настолько вот, почему-то вот мне идет такая информация, вот она несет с собой вообще окружающим, да, вот кто с ней общается, злость, разочарование какое-то, знаете, безденежье даже, я бы сказала, вот разрушение. Она несет всем как будто вот несчастье и разрушение. Кто с ней сталкивается, то потом мало не покажется. Вот я думаю, даже с подругами, вот если у нее есть подруги, хотя я сомневаюсь, может быть, там одна, так, серединка на половинку, а не подруга. Вот она как-то людей по жизни использует, вообще за людей не считает. Вот настолько вот она всех как-то в корыстных целях использует, причем вот по жизни это происходит. Для нее вот настолько материальные вот эти все ценности, да, выгода какая-то, вот деньги, для нее настолько это все стоит на первом месте. Она общается обычно с людьми, либо же дружит вот именно по какой-то выгоде. У кого-то может быть там папа влиятельный, у кого-то там еще что-то, да, кому-то она может быть бесплатно, может к врачу ходить, да, вот она дружит именно как-то по выгоде. Она в отношения вступает по выгоде. Давайте-ка вот посмотрим, вот просто интересно даже, вот уточним. А с вами она была по выгоде или нет? Вот давайте. 100% выгода. Вот, ребят, сейчас говорю не очень приятные вещи, но уж простите, то, что расклад показывает. Смотрите. То, что она вот вами играла, это не 100, а 200%. Вот она даже с вами вступала в отношения, она включила большую актрису. Вот в ней погибла большая актриса. Она увидела точно так в вас какую-то выгоду. У каждого это будет проигрываться, своя ситуация. Потому что это общий расклад, мы помним, да, что у каждого будет по-разному. У кого-то из вас, да, это может быть материальная выгода, за деньги она вышла замуж, либо же общалась с вами. У кого-то это, допустим, квартира, да, если не с кем было, негде жить, там ради квартиры, там машины, какие-то, я не знаю, работа, должность, все что угодно. Но то, что она с вами вот играла, это 1000000%. Она поначалу, да, она включила вроде бы как любовь, она была хорошей актрисой. Некоторые из вас об этом догадываются. У некоторых сейчас просто откроются глаза и станут по 5 копеек, да. Вот человек, который использовал и вас, но именно до какой-то до поры до времени. Вот использовала, знаете, пока вот подвернулся другой, пока подвернулся, может быть, более выгодный, более какой-то денежный, да, вот, ну, у кого как это проигрывается. И тогда она, конечно, начала налево, направо ходить, и уже вас, естественно, как бы, как запасной вариант оставила, там, сиди где-то и не открывай рот, извините уж за такое сравнение, да. Ну, то есть здесь выгода, вот я смотрю, у вас с ней, вот когда вот это ее какая-то своего рода зависимость от вас отошла немного,
вот отношения испортились еще больше. Вот когда начались вот эти гулянки ее, да, вот когда она нашла себе более выгодного, может быть, мужчину. Вот это настолько испортилось между вами, вот отношения испортились, что я думаю, ну вы себя в чем-то вот, ну как в тюрьме даже чувствовали, да? Вот настолько некомфортно было эмоционально, насколько было некомфортно, ну вообще, ну никакого про человеческое тепло я вообще молчу, да, то есть отношения все больше усугублялись. Потому что вот она просто увидела, вот какое-то разочарование у нее наступило, что-то вот мне могло не понравиться, да, может быть, вы стали меньше денег давать, может быть, я не знаю, меньше ее там, все ее хотелки исполняли. Ну, то есть как-то вот у нее настало вот сродни разочарованию в вас, да, вот как-то она начала искать на стороне вам замену, да, вот сейчас говорю очень неприятные, ужасные вещи, но тем не менее. Причем человек вот, ну, настолько это делал расчетливо, вот как будто, да, вот как ходы вот эти вот просчитывают, да, вот она просчитывает, где ей выгодно, с кем ей выгодно, да, чем выгодно с вами, почему с вами выгодно остаться, почему, чем ей выгодно там с другим быть, понимаете как? Ну, то есть дама это просто трэш. Да, она вот актриса, когда ей нужно, она включает любовь, она включает заботу какую-то, да, она вся такая белая и пушистая, но это пока ей выгодно, еще раз говорю. Она готова там показать, что она горы свернет, да, если ей что-то нужно. Причем, знаете, вот когда у нее что-то не получается, когда идет не по плану то, что она задумала, она очень сильно переживает и начинает разрабатывать другой план. Она начинает думать, как ей выкрутиться, где и кого найти, да, где познакомиться. Причем она не брезгует, я вам скажу, знакомиться с мужчинами разных статусов, абсолютно. Ей главное, чтобы вот была какая-то, у кого-то это интимная выгода, да, вот кто-то лучше в интиме, кто-то лучше в деньгах, она постоянно была в поиске. То есть, понимаете, это, конечно, ужасно звучит, но человек, который был с вами в отношениях, она постоянно была в поиске выгоды. То есть, получается, вы для нее старались, да? Вы ее любили, вы старались, а она искала, где ей выгодней, была с вами, ну, более-менее верной, так скажем, да, какой-то период, пока ей было это выгодно. Только что-то ей не понравилось, все, она пошла искать, где лучше, где удобнее, где надежнее и так далее. Так, да, сварливая до такой степени, боже, злая, сварливая. Она, вот знаете, такое ощущение почему-то, что ей нравилось вот унижать вас и нравилось вот устраивать вот эти скандалы какие-то, да, вот выносить мозг. Вот ей просто это нравилось, когда вам плохо. Вот это приносило ей удовольствие. Это просто нет слов. Просто. Плюс еще вот у некоторых может проигрываться, что у нее были какие-то зависимости, да, вот. У каждого это свои зависимости будут. Но я думаю, с питьем вот что-то это связано, тоже может проигрываться. Вот человек настолько вот, ну, как-то пофигистичный, что ли. Вот настолько человек, любящий себя, человек, у которого эгоизм, ну, зашкаливает просто. Поэтому, вы знаете, вот если вы разошлись с такой женщиной, то перекреститесь и скажите спасибо Богу, пусть лучше раньше, чем дальше ваша жизнь была бы поломана, да, и уже было сколько лет, да, вот как бывает, люди проживают вместе по 30 лет, 35, а потом это все рушится, да, вроде бы и жизнь прожита вместе. И как говорят, да, кому ты уже нужен в таком возрасте. Ну, это многие так считают, но тем не менее. Хотя, конечно, любви все возрасты покорны, никогда не нужно отчаиваться, но тем не менее. Вот такая леденящая правда о ней вам сегодня была поведана. Не очень приятно, конечно, это все, но предупрежден, вооружен, как говорится. Теперь вы знаете,
каким человеком вы жили, да, что она творила, вытворяла за вашей спиной. Как бы даже мне это, знаете, вот настолько как-то неприятно, вот просто вот неприятно, что если ты живешь с человеком, да, ты стараешься как-то душу, любовь, все вкладываешь, а оказывается человек тобой просто играет как пешкой какой-то, да, использует пока выгодно. Поэтому я теперь желаю вам, ребята, встретить наконец-то ту единственную, которая по достоинству, по-настоящему вас оценит, которая не будет играть ни вами, ни вашими чувствами, а с которыми вы проживете душа в душу до конца вашей жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!